Изабелла Монтеро родила ребенка в элитной больнице в Сан-Паулу. Она ожидала этот момент с восторгом, но на лицах ее родных, особенно мужа Родриго Алмейда, было видно холодное безразличие. Родриго наблюдал за процессом с непривязанным взглядом, словно это было всего лишь обычное событие. Когда медсестра положила новорожденного на грудь Изабеллы, она в ужасе отшатнулась. Лицо ребенка было уродливым, с рожденными шрамами и странными отметинами, которые пугали мать до глубины души. Изабелла, охваченная эмоциями, вскоре начала обсуждать с Родриго эту изуродованную жизнь. Они обменивались колкими комментариями о родимом пятне на лице ребенка, и Родриго, недовольный, вслух выразил идеи, которые столь же суровы, как его выражение. «Такой ребенок унизит нашу семью», — осторожно заметил он. Изабелла, не желая терять надежду, настаивала, что они не могут оставить ребенка. Колебания между материнскими инстинктами и страхом перед осуждением общества нарастали, и это создавалось огромным давлением на ее сознание. Наконец, Родриго, лишившись всякой жалости, отдал приказ своему слуге Мануэлю избавиться от ребенка. Марианна, медсестра, не выдержав, попыталась протестовать, но Родриго в ярости прогнал ее. Парень Мануэль, не желая потерять свое место, молча забрал ребенка и оставил его в лесу, в темной прохладе, наедине с дикой природой. Старушка Роза, бродившая по лесу, нашла ребенка и взяла его к себе. С сердцем, полным сострадания, она решила заботиться о крошечной девочке и назвала ее Люсией. Роза приняла ее как настоящее сокровище и вскоре привела девочку в свою хижину, окружив заботой и теплом, которое ей недоставало с самого рождения. Жители деревни обсуждали новую девочку с уродливым лицом. Некоторые считали ее проклятой, советовали Розе избавиться от малыша. Однако бабушка настаивала, что Люсия просто ребенок, не несущий никакой вины. Но никто не слушал Розу, и ее доброта становилась все более изолированной среди общих предрассудков. Возвратившись домой, Роза игнорировала осуждающие взгляды, но в ее сердце теплились сомнения. В то время как Изабелла и Родриго наедине обсуждали, как избавиться от ужасного создания, Роза надеялась, что однажды общество примет Люсию. А сама Изабелла была сосредоточена на подготовках к рождению сына, не считая Люсию более чем просто миражом. Тем временем жизнь Люсии протекала в полном противостоянии предвзятости. Она, несмотря на свои трудности, взялась за старую книгу, мечтая о лучших днях, и ждала, когда Роза поддержит ее. Бабушка обещала, что знания помогут Люсии изменить свою судьбу, но девочка продолжала сталкиваться с презрительными взглядами и высмеиванием местных жителей. Желая пойти в школу, Люсия встретила лютую оппозицию со стороны крепких, но неразумных родителей, считая, что такой ребенок не может учиться. Роза все равно приводила Люсию в школу, но там директор не имел возможности помочь, да и не хотел вникать в проблемы с Люсией. Девочка, вновь чувствуя себя отвергнутой, спросила бабушку, действительно ли она так ненавистна. Ответ, который Роза дала, был полон поддержки, но в то же время и боли. Она говорила, что единственным ее пороком было то, что она родилась такой, какой есть. В деревне Люсия столкнулась с Антонио, который столкнул ее с ее мечтами. Он и его друзья над ней издевались, не понимая, что каждый их смех углубляет ее раны. Однако, находя в себе силы, Люсия продолжала учиться, несмотря на полное презрение к ней со стороны остальных. Из-за ослабления бабушки Люсия заметила, что Роза стала хронически болеть и кашлять, ее силы истощались. Она начала искать работу, отправляясь в деревню, но на каждом шагу встречала отказывающие взгляды и крики. Роза явно слабеет, и Люсия решает обратиться за помощью к богатой женщине из деревни, надеясь, что та сможет поддержать ее и бабушку.
Несмотря на свои усилия, просьбы Люсии о помощи у Доньи Камиллы и деревенского знахаря были безуспешными. Роза, с каждым днем теряя силу, наконец умирает, оставляя Люсию в полном отчаянии. Жители деревни обсуждали смерть Розы с облегчением, считая Люсию причиной несчастий, и больше никто не считал необходимым проявлять уважение к ней. Люсия, оказавшись одна, столкнулась с убранством чужого мира. Антонио, как вездесущий шум, снова насмехался над ней, утверждая, что никто не сможет помочь ей выжить. Девочка стала призраком для деревни, собирая остатки еды. Нередки были моменты, когда она ночевала на улице. Каждый их смех уносил ее все дальше в одиночество и голод. В очередной раз Люсия встретила Антонио и его друзей, которые снова начали издеваться над ней, отбирали ее шаль и бросали ее в грязь. Но этот раз Люсия не подпортила зубы своим слезам и гордо подняла голову, решив не поддаваться на провокации. Но в душе нарастали страхи. Она знала, что они не закон защищали, когда увидели ее, но сами стали частью ее беды. Антонио, и зная постоянный гнет своего статуса, использовал влияние своей семьи, чтобы выгнать Люсию из деревни. Владелец гостиницы и другие жители отказывались помогать ей в беде, оставляя ее все более голодной и слабой. Люсия собрала остатки сил и решила сбежать из деревни, чтобы выжить, хотя местные жители продолжали отвергать ее, считая причиной всех бед. Люсия со слезами на глазах искала помощи у Доньи Камиллы, но снова получала отказ, и больше никто не отозвался на ее мольбы. Ощущая пустоту, она поняла, что на данном этапе жизни совершенно одна и ей некуда идти. Долгие месяцы ненависти и оскорблений от Антонио и его друзей обрушились на нее, как лавина. Они не стеснялись называть ее канализационной крысой и всячески пытались унизить ее. Но, полная ярости и злобы, Люсия поклялась себе, что однажды они все заплатят за свои издевательства. Пуча в себе силу, она решила уйти из деревни и выжить, доказав всем свою правоту. С каждой жестокой травмой, которую она переживала, Люсия становилась все более осознанной, встретив достаточно ненависти, чтобы понять, что жестокость их оскорблений обернется против них же. Ее собственные трагедии и горькая жизнь стали формировать ее волю оставить злой мир позади, врагами которого были столь иждивенцы предвзятости и ненависти. Покинув знакомые окрестности и собирая свои вещи, Люсия решила направиться в Сан-Паулу, где неведомое будущее обещало больше возможностей. Она шла через лес, несмотря на голод и страх, радуясь мысли о новой жизни вдали от этой жестокой деревни. Проходя сквозь лес, она снова столкнулась с Антонио и его друзьями. Они пытались ее остановить, но Люсия упорно сопротивлялась и убежала прочь, опасаясь его злых шуток. Она чувствовала, как ее ноги притягивают к свободе. Однажды, встретив доброго человека по имени Арнальдо в лесу, Люсия смогла сбежать от напасти. Он оказал ей помощь, и вскоре она оказалась в Сан-Паулу. Это было начало ее новой жизни, полной надежд и возможностей. Она почувствовала, как тяжесть с плеч сняли и, наконец-то, сможет выбирать свои цели. Люсия быстро обосновалась в трущобах, и ее крошечный дом стал местом, где она могла начать все заново. Она приняла решение учиться в школе для бедных людей. Несмотря на трудности и незнание, Люсия работала наравне с учебой, стремясь не сдаваться, а создавая из себя новую личность. Теперешнее состояние дел изменилось, и Люсия окончательно закончила обучение. Она привлекала внимание своих одноклассников своими знаниями. Учитель Матеус, оценив ее старания и способности, рекомендовал ее на стипендию в медицинский университет Сан-Паулу. Для Люсии это стало огромным шагом вперед, и она с благодарностью приняла письмо, оценивая все свои достижения.
Скоро Люсия уже не была тем жалким существом, каким была в детстве. Она шла к своему светлому будущему, охмуряя сложные обстоятельства, оставшиеся позади. Стремясь к знаниям, она продолжила укреплять свою мечту об успешной карьере и вскоре стала известным пластическим хирургом, экспертом в реконструкции кожи. Несмотря на свою карьеру, Люсия не забыла тех, кто причинил ей боль. Она не спешила прощать и настиганием времени готовилась к мести. Люсия понимала, за каждое унижение и несчастье должны быть уплачены соответствующие долги. Она крепила свое верное намерение не поддаться никакой недоброжелательности, которую ей привнесли другие. Однажды, приняв участие в мероприятии, где ее чествовали как выдающегося врача, Люсия взглянула на тех, кто когда-то оставил ее в отчаянии. Жители деревни, где она выросла, не могли поверить своим глазам, видя, как она изменилась. Семья Алмейда, которая когда-то презирала Люсию, теперь страдала от последствий своих действий. Когда Антонио, многолетний враг и бывший притворщик, пришел к ней за помощью, его страдания от редкого кожного заболевания заставили ее взвесить свои эмоции. Люсия согласилась оказать ему помощь не ради прощения, а чтобы не быть такой же жестокой, как его семья, оставившая ее на произвол судьбы. Операция прошла успешно, и Антонио больше никогда не осмеливался смотреть на Люсию в глаза, ведь она вышла на новую тропу жизни. Когда Люсия вышла из больницы, она осознала свою свободу. Она спасла Антонио не из-за общей родовой связи, а чтобы продемонстрировать свою независимость. Она почувствовала себя частью чего-то большего, и с каждым шагом ее известность росла, как пузырь, надувающийся в мире, где ее враги стали только позором. Пригласив Люсию на престижную премию, она рассказала окружающим о своем тяжелом прошлом. В зале звучали аплодисменты, а Люсия делилась своим видением, подчеркивая, что настоящая красота расположена в сердце, а не во внешности. Семья Алмейда осталась позабытой и униженной, а Люсия продолжала жить своей жизнью, фокусируясь на своих целях и наделяя мотивацией других таким же, как она когда-то была. Люсия познала, что можно подняться из моря отвержения и презрения, если не сдаваться. Она оказалась на своей дороге и прикрыла двери прошлого, оставив все это позади. Возрождение — это не просто дача, это дань уважения всем, кто повстречался на пути. Прощение — это не слабость, а доказательство того, что мы, преодолев себя, можем двигаться дальше, даже после самых ужасных испытаний жизни.